Здорово всем, ребят. Начну этот ролик с того, что, может быть, вы не заметили, а может и заметили, я тут уезжал на родину на несколько дней. И, в общем, это мне позволило, знаете, что осознать, то, что я по вам очень сильно соскучился. Поэтому сегодня с утра я в Телеграме уже опубликовал вот эту вот картиночку. Вот. Но вам еще раз словами скажу огромное спасибо, что, ребят, смотрите, поддерживаете и словом, и делом, и лайком, и даже иногда донатиком. Огромное вам спасибо, потому что мне очень нравится заниматься тем, что я занимаюсь, и мне очень приятно, что вы это цените. Это прям, без этого, наверное, ничего делать бы и не хотелось. Поэтому спасибо вам огромное, и переходим к новостям. А новость первая сегодня будет такая. Разработчики наконец-таки будут делать то, что обещали еще на общем тесте, то есть тестировать изменения артиллерии. Лично, по моему мнению, ребят, изменения очень интересные, и я бы даже сказал успешные. Но не будь оно все хорошо, но я нашел столько недостатков, что боюсь, что все старания людей, некоторых, скажем так, не старания других людей могут свести на нет. Давайте объясню, о чем я говорю. Давайте начнем вот с чего. 19 июня стартует, ребят, у нас первый этап тестирования изменений артиллерии. Стартует он в 9 часов утра и продлится по 23 июня, то есть совсем немного. Будет тестироваться следующее. Снижение времени оглушения, которое теперь воздействует исключительно динамические ТТХ, скорость и мощность двигателя. Также будет дополнительное оповещение. Теперь игрок видит, куда через какое время прилетит снаряд САУ, что позволяет уклониться и избежать урона. Выживаемость САУ также будет улучшена за счет увеличения у артиллерии очков прочности. Ну и будет увеличена огневая мощь артиллерии. Базовый снаряд будет увеличен на 20%. И, ребят, на самом деле, примерно такие изменения я предлагал на протяжении долгого времени. То есть сделать так, чтобы арта не сильно мешала игрокам, но при этом могла фармить опыт и кредиты. Смотрите, если арта сейчас оглушает игрока, вот то, что мне очень нравится, игрок не становится менее эффективным. Да, у него динамика падает и поворотливость машины, но большинство моментов, когда по вам стреляет артиллерия, вы все-таки стоите, никуда не едете. Ну так, двигаетесь чуть-чуть. Но при этом перезарядка, точность остаются неизменными. Это очень важно, потому что вы продолжаете стрелять, и вы не боитесь в перестрелке выезжать. И это хорошо игроку, у него жопа не горит, у него вот этот вот раздражающий фактор пропадает. Но и артоводу от этого хорошо, потому что обычно танкист под станом, он либо сразу снимает стан, либо стоит, ждет, пока стан снимется, потому что выходить, если ты, кривой, косой и долго перезаряжаешься, да, ты стрельнешь в пустоту, по сути, вот, поэтому игроки будут чаще под станом выходить вперед, чтобы пострелять, ДПМчик-то надо реализовывать, поэтому, возможно, здесь артоводы еще и пофармят с этого, правда, время стана становится меньше, да, вот. Но и у артоводов параллельно еще немножко урона увеличивается. Честно, я играл на этой измененной арте, вообще не чувствуется. Вообще не чувствуется, что на 20 больше процентов там урон наносится, потому что, полный урон редко когда проходит, а когда он проходит, там уже эти плюс 20 сильно не роляют. Короче, изменения мне понравились, и я крайне рекомендую вам тоже их потестировать. Но есть и обратная сторона медали. Скорее всего, никто из вас не захочет идти тестировать эту арту, тратить на это свое время. А это очень важно, вот видите. Поэтому, как говорится, это может изменить ход развития игры Мир танков, причем в лучшую сторону. Но мало кто будет этим заниматься. Объясню почему. Смотрите. Во-первых, интерес к этой теме у игроков явно чувствуется очень низкий. Во-первых, если взглянуть на официальный канал по Миру танков, там видно, что, игроков эта тема, скажем так, не вызвала большого ажиотажа, просмотров у ролика немного. Да и лайков я там посмотрел еще меньше. Меньше, обычно лайков 10% от просмотров, там меньше. Вот, поэтому это либо там дизов много, либо еще что-то. Вот. Второй момент, ребят. Я посмотрел условия, по которым игроки принимают участие в этом тестировании. Я напоминаю, это прям в основном клиенте игры, просто в отдельном режиме. Это не нас, это не в рандоме, это отдельный режим. Вот. И в этом отдельном режиме разработчики обещают очень
классные награды. Я даже процитировать вам себе позволю. Я вот даже выделил: двигайтесь по этапам прогрессии и получайте ценные награды. Потом я пошел и посмотрел, что это за ценные награды. А там мы видим, помимо арты, тестируемой варианту, награду 10 бон на этапе и 70 очков боевого пропуска. Да, те, кто составлял эти награды, они просто обесценивают, на мой взгляд, весь труд людей, которые занимались действительно идеями по изменению арты. Я напоминаю еще раз, эти изменения не факт, что выйдут в релиз, это тест. Они могут выйти в таком виде, скорректированном и так далее. Вот. Смысл в том, что разрабам надо посмотреть вашу реакцию на это, и чтобы вы в это поиграли. Но никто из вас не пойдет в это играть вот еще по одной причине. Сейчас идет сборочный цех, и я не увидел, чтобы боевые задачи сборочного цеха выполнялись и в этом режиме тестирования. В связи с этим, лично я, если бы был простым игроком, да, и мне не надо было этот инфоповод освещать, я бы, выбирая между временем, потраченным на тестирование новой арты, и временем на прокачку сборочного цеха и боевого пропуска, выбрал бы именно второе. Поэтому я бы рекомендовал разработчикам задуматься о изменении поощрения игроков, которые будут действительно оказывать влияние на изменение будущего игры. Именно они придут тестировать, именно они потом будут оставлять отзыв, именно они будут давать фидбэк и статистику. И мне кажется, игроки должны мотивированы быть зайти не на пару боев, а поиграть там конкретно, распробовать. Вот. Это обращение к игрокам и к разработчикам, как бы. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и еще хотел сказать, что сегодня среда, прошла неделя с момента релиза патча, а значит, что сегодня выходит модпак про танки в расширенный доступ. Только имейте в виду, при входе в игру у некоторых игроков может загружаться ангар немножко дольше обычного, но это не мы. Это вопрос к организациям, которые, решая свои задачи, еще половине Рунета доступ к различным сетевым сервисам и ресурсам осложняют. Спасибо, что смотрели. Будем думать, как решить и эту проблему. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч.